Всем здравствуйте! Вы на канале Любовь Вязание и меня зовут Любовь. В этом видео я хочу показать вам игрушки, на которые я сделала в ближайшее время мастер-классы. Эти мастер-классы видео у меня уже есть на канале. Вы сможете их с легкостью связать. Просто в этом видео я хочу вам показать эти игрушки все. Возможно, кто-то пропустил какой-то мой видео мастер-класс. А здесь вы сможете посмотреть, если вам игрушка понравится, перейти в инфобокс к этому видео, потому что все ссылки на мастер-классы этих игрушек я оставлю под этим видео. И связать игрушку, которая вам понравится. Вот, начиная из этих собачек. Вот они в корзиночке. Корзиночки небольшие. Их удобно держать вот так деткам. Цельно вязаная игрушка, без пришивных деталей. Вязать этих собачек очень легко. Смотрятся они красиво. Вот, посмотрите. На 4 лапках. И все сразу вывязывается. И в дополнение к этим собачкам такие корзинки. В эти корзинки, конечно, можно положить и любую другую игрушку. У меня есть отдельно мастер-класс на таких собачек и на такие вот корзинки. Смотрите, какие они милые, как красиво смотрятся. Так, теперь переходим к другой серии игрушек. Это ко дню Валентина. Вот уже так разложила игрушки. К дню всех влюбленных. Вот есть на канале у меня такие сердечки и с зайчиком, и с котиком. Но они тоже, они разные. Вот так смотрите, кажется вроде бы одинаковые. Но сердечки, у них разная форма. Они связаны по разным схемам. Также разные вот мордашки, зайчик, котик и расположение лапок. У зайчика вот зайчик лапками как обнимает сердечко, а у котика лапки под мордашкой находятся. Тоже такие, ну, в принципе, вот в ладошку ложатся, не очень большие, но красиво смотрятся. У зайчика еще вот такие длинные ушки красивые. Они одинарные, потому что я решила, что если двойные, это будет очень объемно. А так они ложатся красиво. Такие котики, сердечки, котик и зайчик. Также вязали из полухлопковой пряжи медвежонка с сердечком, который может самостоятельно стоять. Он опирается на сердечко, потому оно такое большое. На этом сердечке можно сделать любую вышивку или пришить какой-то декор. Такой красивый медвежонок. Еще вязали такой брелочек котик. Такой необычный котейка. Квадратный получился. Очень смешной. У меня такие игрушки, у которых минимум пришивных деталей, потому что хочется связать побыстрее игрушку, чтобы меньше тратить на нее времени и побыстрее увидеть готовый результат. И потому у меня практически все игрушки, у которых вывязываются сразу хвостики, ввязываются ручки, вывязываем ножки, сразу вывязываем туловище. И вот из полухлопковой пряжи есть и такой красивый необычный котик.
И серия вот таких сердечек из полухлопковой пряжи и из плюшевой пряжи. Из плюшевой пряжи такое милое сердечко. Глазки здесь сразу вывязываются, беленькие. И сверху черное потом приклеила. Такое сердечко, улыбашка. Тоже вязать его одно удовольствие, так как вяжется очень быстро, все легко. И сердечко небольшое, потому расход пряжи тоже на него идет небольшой. А результат просто шикарный. И вязала из полухлопковой пряжи сердечки. Тоже решила сделать необычные, а в виде клубнички и в виде кактуса. Они украшены цветочками. Вот одинаковые цветочки по схеме вывязываются, но разные цвета. Смотрите, как красиво смотрится. Одна схема, разное оформление и уже две разные игрушки. Хочу напомнить всем, кто смотрит мой канал, что на данный момент я временно нахожусь в Польше, и, возможно, кому-то понравились мои игрушки и хотите их заказать, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне в Инстаграм, пишите, там мы с вами договоримся. И теперь переходим к следующей серии игрушек. Эти убираю. И будут у нас вот такие два цветочка. Один Демоаргона, трендовая игрушка, которую сейчас все вяжут. И, конечно же, не обошел этот тренд и меня. Я тоже связала вот такую игрушку. Она получается цельно вязаная, отдельно вывязывается цветок и пришивается к голове. А второй цветочек вот такая милая маленькая ромашечка. Смотрите, какая между ними разница. Да, этот вот побольше, прям полноценная игрушка, а это маленький брелочек. Тоже получается цельно вязаная игрушка. Вяжем снизу вверх. И получается, мы ее сразу вывязали. И сверху это не пришивные лепесточки, а мы их вывязываем. Потому такой брелок можно связать очень быстро. Вот впереди весенние праздники. И можно на 8 марта навязать таких много красивых цветочков, поиспользовать все свои остатки пряжи вот на вот эти лепесточки и также на серединку цветочка, и получится такой красивый оригинальный подарок, который вы свяжете с минимум затрат по времени. И получается тоже такая красота. Еще вязали вместе с вами из полухлопковой пряжи котика и зайчика. У них тоже практически они связаны по одной схеме. Единственное разное вот оформление, ушки, хвостики разные. И тоже здесь минимум пришивных деталей, так как ручки, ножки, хвостики, это все вывязывается. От туловища вяжем голову, отдельно вывязываются вот ушки и пришиваются. И получаются вот такие небольшие красивые игрушки. Те, кто любят вязать из полухлопковой пряжи, я думаю, вам должна понравиться такая вот схема. Также эти игрушки самостоятельно сидят. Получается такая красота. И еще
был брелочек из плюшевой пряжи. Вот такой поросеночек. Цельно вязаная игрушка. Связать быстро, легко. Получается такая эффектная, красивая, милая. Вот такой поросеночек. Даже можно не только как брелочек, а как и полноценная игрушка. Потому что, ну, в принципе, как и маленькая, но в то же время и не сильно маленькая игрушка. Тоже вяжется быстро, расход пряжи на нее идет небольшой. И вот еще одна серия игрушек, которые связаны практически по одной схеме, но совершенно разные персонажи. Вот слоник. Тоже у всех у этих игрушек минимум пришивных деталей. Практически вот все у нас вывязываем: ножки, ручки. Это у всех игрушек одинаково. Далее и вывязываем голову. По возможности, где можно, ушки сразу ввязываются. И все вывязывается. Вот у слоника тоже здесь нет пришивных деталей. Все сразу ввязываем, вывязываем. И посмотрите, какой он получается красивый. Красивый такой слоник с большими ушами. Так, овечка. Не овечка, а козочка. Говорю овечка, потому что хочу связать еще и овечку. Тоже вот такая козочка. Тоже у нее все вывязывается, ввязывается. Вот такая получается красивая игрушка. По сантиметрам эти игрушки практически все тоже одинаковые. Вот где-то до 12 сантиметров. Также вот такой малыш-пупсик, у которого снимается капюшончик. Такие волосики. Одеваем, и впереди получается красивая челочка. Малыша тоже вязать несложно. Все вяжем по одной схеме. Потом вывязывается вот такой капюшончик, пришивается. И такая милая, красивая игрушка. И белочка. У белочки сумочка желудь. Ну, она не открывается, но вот так одевается на саму игрушку, чтобы нигде не потерялась. С таким хвостиком. Белочки отдельно пришиваем хвостики, отдельно пришиваем ушки. По желанию можно на ушках еще сделать такие пушистые кисточки. Серия таких игрушек будет еще продолжаться. Я еще буду тоже снимать мастер-классы на других персонажей. И у меня есть по такой схеме связанный котик, зайчик. И я тоже оставлю ссылки под видео. Просто у меня нет сейчас этих игрушек. Если я смогу найти фотографии, то вставлю сюда фото, какие игрушки еще связаны по этой схеме. Есть у меня и куколки, связанные по такой схеме. Тоже, если найду фото, то вставлю. И вот такая необычная зайка. Тоже ее вязать легко. Вот это все цельно вязаная деталь. Одну деталь связали. К ней я пришивала ручки. Ну, можно и вязывать, но я пришивала. Ножки вшиваются, когда сшиваем вот здесь платьице. И отдельно вывязываются ушки. Тоже пришиваются. Ну, может, кому-то покажется, что это
похожий не на зайчика, а на мышку. Вот, кто-то увидит мышку, кто-то увидит зайчика. Ну, суть этого не меняется, так как игрушка все равно очень красивая, милая. Ножки вот так у нее сгинаются, вот она садится, ручки поднимаются, можно и за ручку взять. Можно и спать с этой игрушкой, так как она не совсем маленькая, и ребенку будет удобно. Она мягкая, приятная. Такая милая игрушка. Вот такая красота. Связана эта игрушка из полухлопковой пряжи, так как я люблю вязать как из плюша, так и с полухлопка. Потому у меня мастер-классы на разные игрушки, связанные с разной пряжей. Так. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписанный, так как у меня на канале очень много разных мастер-классов. И будем вместе с вами вязать вот такую красоту. А эти игрушки, еще раз напоминаю, на эти игрушки уже есть видео мастер-классы. Переходите и вяжите с удовольствием. Всем пока, до новых встреч!